Джон Кейдж – это американец и музыкальный композитор, прославившийся как авангардист, философ и пионер феномена нестандартного использования музыкальных инструментов. 4.33 – это его музыкальное произведение из 3 частей для свободного состава музыкантов. Первая часть длится 30 секунд, вторая – 2.23 и третья – минуту 40. И на протяжении всех этих частей музыканты не играют ни единой ноты. Они просто отмеряют 4 минуты 33 секунды, не делая со своими инструментами практически ничего. Впервые данная композиция была сыграна в 1952 году Дэвидом Тюдором в Нью-Йорке. И это выступление получилось крайне неоднозначным во всех аспектах. Во-первых, это был благотворительный вечер. Очень важное и серьезное мероприятие. Во-вторых, Тюдор являлся очень весомым и популярным музыкантом того времени. Оба этих факта вместе с осознанием того, что произведение исполнялось впервые, возвело ожидания для данной композиции до очень высокой отметки. Ну и представьте, что вы в огромном музыкальном зале сидите и слушаете почти 5 минут тишины в теории, а по факту все окружающие вас звуки. Что бы вы почувствовали? 4.33 разделила знающих об этом произведении людей на 2 группы. Первая закономерно говорила, что это все пустое и бессмысленное, крайняя степень авангардизма, когда из ничего пытаются создать что-то великое. Вторая же группа убеждала всех в том, что Кейдж смог докопаться до музыкальной первоосновы, и его мысль в данном произведении совершенно чиста, ясна и понятна. Сам же Джон рассказывал историю, что в 1951 году он оказался в безэховой акустической камере в Гарвардском университете. Безэховая камера, для справки, это комната, в которой благодаря специальным материалам на стенах не возникает эхо, а также в нее не проникает никаких звуков извне, то есть она полностью звукоизолирована. В этой камере Кейдж ожидал услышать идеальную тишину, когда на деле же он услышал 2 звука, один высокий и один низкий. Высокий звук, по объяснению инженера, который был ответственен за людей в данной комнате, соответствует звуку работы его нервной системы, а низкий – это звук циркуляции крови. Композитор-авангардист оказался в помещении, где ожидал услышать абсолютную тишину, но даже там звук не покидал его. Из этого просто должно было что-то появиться. Некоторые музыковеды и искусствоведы сходятся во мнении, что 4.33 возможно называть частью концептуального искусства, когда же назвать это музыкальным произведением не получается по определению. 4.33 это яркий пример того, что знание контекста и происхождения некоторых вещей способно поменять ваше восприятие об этом объекте. Эта тишина отличается от всей остальной тишины, сказал в 2013 году психолог Пол Блум. Именно 4.33 заставляет нас задуматься о первооснове всей музыки в целом. И в этом, как мне кажется, есть однозначная заслуга Джона Кейджа. Само собой, такой яркий феномен, как 4.33, просто не мог не быть подхвачен современными мемоделами. И, признаться честно, я узнал про 4.33 именно что из мемов. Неподготовленному человеку эти шутки могут показаться сложными, но теперь вы знаете чуть больше, а значит и повода для смеха у вас стало чуть больше. Спасибо, Джон Кейдж, за наше счастливое детство. Ну и, конечно же, я порекомендую вам ознакомиться с остальным творчеством данного композитора. Оно, конечно, не такое авангардное и абстрактное, как 4.33, но довольно приятное и действительно по-настоящему заслуживает вашего внимания.